you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые гибридные внутриканальные наушники от компании Edison стоимостью $100. И приходят они в небольшой по габаритам коробке с приятным оформлением, где на лицевой части здесь есть логотип компании и было указано название этой модели UNC. Но на обратной стороне здесь указаны контактные данные производителя, адрес производства и имеются различные сертификаты. А вот за звук в этих наушниках отвечает связка из одного динамического драйвера диаметром 10 мм и одного пьезоэлектрического драйвера, а чувствительность составляет 104 дБ и они получили сопротивление 32 Ома. Тем не менее на раскачку эти наушники довольно средние. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек. Инструкция по использованию наушников. Гарантийная карточка. Небольшой фирменный чехол. И один набор силиконовых амбушюр. Эти наушники довольно крупные, и они были выполнены из полупрозрачной темной смолы с деревянной черной вставкой, используемой уже для лицевых панелей, где находится логотип компании на левом наушнике и указано название этой модели уже на правом. Но вот здесь у них располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом имеется маркировка канала. И тут же рядом находятся два небольших отверстия для компенсации, которые со своей функцией справляются на отлично. А вот звуковод тут был выполнен из металла, он имеет длину около 5 мм, диаметр 6 мм, а также он получил слегка выделенный бортик для уже более надежной фиксации амбушюр. И конечно он был прикрыт защитной металлической сеточкой. Ну а сидят эти наушники, несмотря на свои довольно крупные габариты, довольно хорошо, и в целом вопросов к посадке и удобству у меня тут никаких нет, поскольку они плотно прилегают к уху и обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Но да, вы безусловно должны учитывать, что эти наушники довольно сильно выпирают из уха, если смотреть на них со стороны, но лично меня это вообще не беспокоит. Но вот так выглядит график частотной характеристики гибридных наушников Edison UNC. И первое, что мы здесь сразу видим, это крайне небольшое усиление низких частот на 5 дБ, с явным акцентом в первую очередь на мид-бас, тогда как саб-бас здесь был нетипично слегка расслаблен. Ну а затем тут уже следует плавный переход к области нижней середины, с дальнейшим переходом к области верхней середины, где усиление в этом диапазоне идеально соответствует моему таргету. А вот высокие частоты тут не сказать, чтобы прям рекордные, но для наушников такой ценовой категории вполне неплохие, поскольку они плавно затухают лишь только после 15 кГц. Ну а теперь давайте обсудим, как все это будет ощущаться на практике. Низкие частоты в этих наушниках получились точно не басхедными, аккуратными, довольно легкими, с небольшим ощущением саббаса и уже более выраженным панчевым мидбасом, с неплохой текстурностью и вполне бодрой динамикой. При этом я отмечу сразу, что атака тут не самая четкая, поскольку она была чуть так сглажена, поэтому сам старт удара ощущается здесь не так резко, как уже в более техничных моделях, а более так мягко и плавно. Но за счет этого, друзья, низ воспринимается в какой-то степени цельнее и комфортнее, и сразу складывается такое ощущение более контролируемой подачи, где саббас как раз таки дает легкую глубину и объем, а мидбас уже в своей подаче упругий, собранный, с нормальным весом, он отрабатывает весь ритм уверенно, не расплывается, не уходит там в какой-то гул и не перегружает собой нижнюю середину, сохраняя нормальную структуру уже даже в каких-то более плотных и насыщенных моментах трека, из-за чего басовые партии читаются здесь достаточно ясно, с ощущением текстуры и движения внутри как бы уже всего диапазона, и без превращения в какую-то однородную массу, и с нормальным
нормальной живой динамикой, без вялости, но без каких-то там резких акцентов и без лишней агрессии. И в итоге весь низ воспринимается как такая единая и собранная основа, которая не пытается доминировать или перетянуть все внимание на себя, а просто уверенно держит ритм, добавляя музыке необходимую плотность, устойчивость и естественную завершенность без перегруза и без какого-то лишнего веса. Басхедам, конечно, этого точно будет маловато, но любители баланса точно будут довольны. Ну а средние частоты здесь получились достаточно насыщенными и энергичными, с плотной теплой подачей, которая сразу создает ощущение заполненности всего диапазона. Это точно не про кристальную прозрачность и не про сверханалитичную разборчивость, а скорее про музыкальность и цельность, где все звучит гладко и с очень легкой аналоговой мягкостью, из-за чего вокалы и инструменты здесь подаются близко и с хорошей телесностью, но без ощущения какой-то тонкости или сухости в подаче, а наоборот в них есть и вес, и плотность, из-за чего середина воспринимается комфортно и вовлекающе, особенно на вокале и акустике, где хорошо как раз ощущается тело самого звука и его наполненность. При этом энергия, друзья, тут точно никуда не исчезает, и подача тут по восприятию не какая-то там расслабленная или мониторная, а скорее уверенная и реально динамичная, где все звучит достаточно активно, хлестко, но без каких-то там утомительных резких акцентов. В общем, это такие очень живые, насыщенные и теплые средние частоты с упором на комфорт и музыкальность, где сохраняется хорошая плотность и телесность вокала и инструментов с достаточной разборчивостью для комфортного восприятия, даже в более сложных и плотных композициях. Ну а высокие частоты здесь получились комфортными, плавными и музыкальными, с немного притемненным характером, который сразу уводит их от какой-либо яркости и резкости. Но, как вы понимаете, за счет этого это точно не про супертехническую подачу и не про максимальную детализацию, а скорее про зрелое, спокойное звучание, где верхний диапазон не выпирает и не акцентирует на себя все внимание. И по подаче вверх тут ощущается прям мягко и сглаженно, без каких-то там резких акцентов и без лишней искристости. Поэтому тут нету ни сибилянтов, ни ощущения утомляющей яркости, даже в плохо записанных старых композициях. Вместо этого они подаются очень ровно, аккуратно, вписываясь в общий баланс и никогда не вырываясь вперед, а скорее просто дополняя середину и бас. При этом полностью прям глухими их тоже не назвать, поскольку детали и воздух здесь присутствуют, просто поданы очень спокойно и без какого-то гипервыделения. И за счет этого тут сохраняется хорошая музыкальность и естественность, но без попытки разложить абсолютно каждую микродеталь, из-за чего восприятие здесь по сути остается таким цельным и крайне непринужденным. И в итоге мы получаем мягкие, слегка притемненные высокие частоты с акцентом на комфорт и зрелость, где важнее плавность, отсутствие резкости и общая музыкальная связность, чем какая-либо явная аналитичность и сверхточная микродетализация. Ну и звуковая сцена здесь достаточно естественная, с нормальной шириной и без какого-то искусственного растягивания по краям. И здесь все ощущается прям довольно собрано и близко к реальному масштабу. При этом нету ощущения какой-то излишней зажатости, потому что пространство все равно читается нормально и между инструментами остается воздух. Хотя я должен отметить, что по глубине тут все как будто даже интереснее, поскольку она выражена чуть лучше ширины, за счет чего тут появляется нормальное ощущение слоев, где вокал и основные партии уже находятся ближе, а какие-то второстепенные элементы спокойно уходят назад, формируя уже ощущение объема и перспективы без каких-то там явных преувеличений. И все это дополняется достаточно уверенным разделением планов, когда инструменты не слипаются в одну кучу, а остаются различимыми внутри микса. И в итоге сцена здесь за счет этого воспринимается цельно, естественно и спокойно, с нормальной для этого бюджета шириной и чуть более выраженной глубиной и крайне адекватной структурой всего пространства. Ну а вывод у меня получился таков. Edison UNC — это наушники с упором в первую очередь на насыщенную и очень музыкальную подачу, где нету какого-либо перекоса в утомительную яркость или реально мощный бас. И все собрано в такой уверенный, теплый и достаточно энергичный баланс с акцентом на вовлечение при прослушивании, а не на какую-либо аналитику. Но каких-то рекордов, на мой взгляд, все же эта модель, конечно, не бьет. Но зато могу вам сказать, что эти наушники
звучат явно взрослее, чем младшая модель компании Hoshu, что очень радует, но при этом работать еще определенно здесь есть над чем. Ну а ссылка на покупку этих наушников будет в описании и закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.